Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень простого и быстрого в приготовлении печенья на кефире с курагой. Можно сказать, что это рецепт на скорую руку. Печенье очень вкусное, нежное, сверху с сахарной глазурью. Рекомендую его приготовить и попробовать. Уверена, оно понравится всем домочадцам. Для приготовления теста мне понадобится также для моего печенья мне понадобится курага. Порежу ее на небольшие кусочки. Смешаю кефир, яйцо и добавлю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. В миску просеиваю муку, разрыхлитель для теста и соду. Добавляю соль и всыпаю сахар. Хорошо все перемешиваю. На крупной терке натираю холодное сливочное масло. Окунаю его в муку и натираю. Периодически перемешиваю. Перетираю масло с мукой до получения однородной крошки. Делаю небольшое углубление. Добавляю жидкие ингредиенты. Начинаю замешивать тесто. Слишком долго ничего вымешивать не надо. Просто как бы все соединяем. Вот на этом этапе в тесто я добавлю курагу. И теперь домешиваю тесто руками. Причем я его домешиваю именно вот так вот, как бы складывая и сильно ничего не разминая. В итоге должно получиться вот такое очень нежное тесто, не прилипающее к рукам. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю тесто, руками его вот таким образом разминаю, придаю ему прямоугольную форму. Толщину печенья выбирайте сами, но не делайте его слишком тонким. У меня толщина теста получилась примерно 1,5 сантиметра. Теперь разделю его на кусочки. Я буду делать ромбики. Можно сделать квадратики, все что угодно. Разрезаю сначала вот на такие полоски и теперь разрезаю по диагонали. Кусочки теста, которые получились вот такие маленькие, можно просто соединить и сформировать из них более крупное печенье. Можно сделать его круглым. Сформированное печенье перекладываю на противень. Я его выстелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Я выкладываю печенье достаточно близко друг к другу. Я хочу, чтобы у меня все поместилось на противень. И отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, во многом это будет зависеть от того, какого размера вы готовите печенье. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Печенье я достала из духовки. Посмотрите, какое оно получилось красивое. Замечательно подрумянилось сверху. Аромат стоит просто потрясающий. Запекалось оно у меня 25 минут. Перекладываю его на решетку и оставляю остывать. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 30 штук вот такого достаточно крупного печенья. И вот так выглядит круглое печенье. Когда печенье остыло, я хочу покрыть его сверху сахарной глазурью. Здесь у меня сахарная пудра и молоко. Постепенно добавляю в сахарную пудру молоко. Сначала 2 столовые ложки и перемешиваю. В зависимости от того, насколько густую глазурь вы хотите сделать, столько молока и добавляйте. Вместо молока можно добавить сок, либо лимонный, либо апельсиновый, либо просто обычную воду. У меня получается вот такая достаточно густая сахарная глазурь. Я хочу, чтобы она быстро застыла. И теперь поливаю печенье сверху глазурью. Я не буду покрывать полностью все печенье. Сделаю вот такие потеки. Оставляю печенье немного постоять, чтобы глазурь застыла.
Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!